Этот Наполеон меня покорил. В нем сохраняется та самая золотая середина. Он не слишком влажный и не слишком хрустящий. Для меня это совершенный баланс вкуса. Начать приготовление можно с крема. В сотейник с толстым дном отправляю молоко, сгущенку и сливки. Ставлю сотейник на огонь. Эту смесь нужно довести до кипения, но не кипятить. Как только масса начала закипать, снимаю сотейник с огня. Объединяю муку вместе с сахаром и понемногу добавляю жидкость, при этом тщательно помешивая венчиком. Потом отправляю сотейник на низкий огонь и довожу массу до загустения, интенсивно при этом помешиваю венчиком. Масса очень быстро загустевает. Убираю сотейник с огня, оставляю минут на 10, после чего добавляю сливочное масло и тщательно перемешиваю. Для однородности крема во избежание комков можно пробить его погружным блендером или перетереть его через сито, а потом снова перемешать. После этого обязательно накрыть пищевой пленкой в контакт, чтобы крем не заветривался, и поставить в холодильник на час-два для стабилизации. Тем временем можно приготовить тесто для коржей. В удобную миску просеиваю муку и натираю на терке очень охлажденное сливочное масло. Потом быстро перетираю пальцами масло с мукой. Работаю в перчатках, чтобы снизить контакт от тепла рук с маслом. Если у вас нет перчаток, просто охладите руки в холодной воде. После этого в ледяную воду добавляю яйцо и уксус, все перемешиваю. И добавляю эту жидкость в муку с маслом. Мешаю на начальном этапе вилкой или ложкой, опять же для того, чтобы минимизировать контакт с теплотой рук. И только когда мешать уже становится труднее, собираю тесто в единый комок руками. Но само тесто не вымешиваю. После этого я решила взвесить тесто и разделить его на 10 равных кусочков. Можете не взвешивать, а просто разделить на глаз. Скатываю с каждого кусочка шарик. Идеальности добиваться не нужно. Накрываю тесто пищевой пленкой и отправляю в холодильник на час-два. У меня прошло где-то 1,5 часа. Раскатываю коржи на пергаментной бумаге. Достаю по одному кусочку из холодильника. Скалку притрушиваю мукой, как и сам кусочек теста. Раскатывается оно прекрасно. Не бойтесь раскатать его максимально тонко. При раскатке нужно прикладывать форму или тарелку с необходимым диаметром, потому что раскатывать нужно на 1,5-2 см больше, чем предполагаемый диаметр коржа, так как тесто при выпекании сжимается, плюс остатки пойдут на обсыпку. Каждый корж прокалываю вилкой и выпекаю до золотистого цвета. Так как у меня газовая духовка, я выпекала где-то при 210 градусов около 10 минут каждый корж. Если духовка у вас электрическая, выпекайте при 200 градусов около 5-6 минут. Каждый корж сразу обрезаю до нужного диаметра. Остатки собираю, они пойдут на обсыпку. Обязательно после выпечки каждый корж охлаждаю на решетке. Ну вот и все, коржи готовы, теперь можно собирать торт. Собирать торт буду в разъемном кольце с ацетатной пленкой. Чтобы нижний корж не скользил по тарелке или подложке, зафиксируйте его снизу кремом. На каждый корж кладу по 2-2,5 столовые ложки крема. У меня торт 18 см в диаметре, поэтому если у вас будут коржи большего диаметра, то, конечно же, и крема нужно ложить на каждый корж больше. Когда кладу последний корж, стягиваю кольцо и прижимаю торт сверху. Можно даже поставить легкий груз, но я этого не делала. Сверху накрываю торт пищевой пленкой и убираю в холодильник на пропитку и стабилизацию. Где-то на 6-8 часов или на ночь. Чем дольше, тем лучше. Остатки крема еще пригодятся, накрываю пищевой пленкой и также храню в холодильнике. Остатки коржей накрываю пищевой пленкой и оставляю при комнатной температуре. И уже перед обсыпкой торта измельчаю остатки скалкой, кладу их в пакет, так намного удобнее. Торт постоял у меня ночь в холодильнике. После стабилизации снимаю кольцо, ацетатную ленту и обмазываю верхний корж и по бокам остатками крема. Чтобы крем хорошо распределялся по торту, достаньте его из холодильника за 15-20 минут. Особенность этого заварного крема в том, что в нем нет яиц. Его еще называют жемчужный крем, так как по своему цвету он напоминает жемчуг. Ну а теперь обсыпаю торт измельченной крошкой. Она должна быть среднего размера, не слишком мелкая и не слишком крупная.
Теперь осталась самая малость – очистить подложку кисточкой от крошки. И вуаля! Жемчужный Наполеон готов! В разрезе торт просто шикарен, а на вкус невероятный. На данный момент это мой самый любимый вариант Наполеона, который я готовила, поэтому с большим удовольствием решила поделиться им с вами. Ставьте лайки, если вам понравился этот рецепт, и не забудьте подписаться на мой канал. Скоро услышимся. Всем пока-пока!